Второй закон термодинамики говорит нам, что все во Вселенной стремится к беспорядку. И в сложных системах хаос – это норма. Поэтому вы, естественно, ожидаете, что Вселенная будет беспорядочной. Тем не менее, мы можем наблюдать случаи спонтанного порядка, синхронизацию метрономов, идеально выверенные орбиты лун, одновременные вспышки светлячков и даже регулярное биение вашего сердца. Что же приводит эти вещи в порядок, несмотря на склонность природы к хаосу? Это видео спонсировано Кивико. Больше о них в конце видео. 10 июня 2000 года в Лондоне с большим энтузиазмом был открыт новый пешеходный мост через Темзу, Millennium Bridge. Однако, когда толпы заполнили мост, он начал раскачиваться из стороны в сторону. Полиция начала ограничивать доступ на мост, но это только привело к длинным очередям, чтобы попасть на него. А раскачивание не прекратилось. Через 2 дня мост, на строительство которого было потрачено 18 миллионов фунтов, был полностью закрыт и не откроется еще 2 года. Так что же пошло не так? Уже давно известно, что армии должны размыкать строй при переходе через мосты. Это правило возникло после инцидента в 1831 году, когда 74 солдата 60-го стрелкового корпуса маршировали по Бретонскому подвесному мосту на севере Англии. Мост обрушился под их синхронными шагами. 60 человек упали в реку, 20 из которых получили такие травмы, как переломы или сотрясение мозга. К счастью, никто не погиб. Но после этого британская армия приказала всем войскам размыкать строй при переходе через мосты. Теперь взгляните на людей, идущих по мосту Миллениум. Большинство из них идут в ногу друг с другом, но они не часть армии. Они случайные прохожие. Так почему же они идут в ногу? И почему современный мост, спроектированный для плотного потока пешеходов, не выдержал этого? Чтобы это понять, нужно вернуться на 350 лет назад. В 1656 году знаменитый голландский физик Кристиан Гюйгенс создал первые рабочие маятниковые часы. Целью было помочь морякам определить свое местоположение на земном шаре. Широту можно определить, измеряя положение Солнца или звезд. Но для долготы также необходимо знать время в какой-то фиксированной точке, например, в домашнем порту. Однако часы того времени ежедневно отставали или спешили на 15 минут, что делало их практически бесполезными. В то время как маятниковые часы Гюйгенса были точны с погрешностью от 10 до 15 секунд в день. План Гюйгенса заключался в том, чтобы прикрепить свои часы к тяжелой подвесной массе на корабле, чтобы их не раскачивало на волнах. В его план входили 2 часовых механизма, на случай, если один остановится или будет поврежден. Но во время испытаний, когда он болел дома в феврале 1665 года, он сделал замечательное открытие. Он повесил свои часы на деревянную балку, опертую на стулья, и наблюдал за колебаниями маятников часами. Примерно через полчаса маятники начали спонтанно синхронизироваться. Один маятник качался в одну сторону, другой в противоположную. Когда один текал, другой такал. Тогда он попытался нарушить синхронность. Он выставил их не в такт, но опять, примерно через 30 минут, они снова начали работать синхронно. Гюйгенс подумал, что это странное сочувствие маятников вызвано воздушными потоками между ними, поэтому он поставил большую доску между ними. Однако часы продолжали синхронизироваться. Дело было не в воздушных потоках. Когда он разъединил часы, синхронность исчезла, их ходы начали расходиться. Но когда он снова поставил их вместе, синхронность вернулась. Гюйгенс понял, что 2 маятника синхронизируются из-за того, что они подвешены на одной деревянной балке. Механические вибрации передавались от одного маятника к другому, что делало оба осциллятора связанными. Гюйгенс стал первым, кто наблюдал спонтанную синхронизацию в неодушевленных объектах. И хотя он качественно описал происходящее, лишь несколько десятилетий назад ученые начали разрабатывать строгую теорию синхронизации. Возможно, вы видели демонстрацию, где несколько метрономов ставят на легкую раскачивающуюся платформу. И начните их не синхронизированно. Это сложнее, чем люди это представляют. Но когда у вас это получится, это немного волшебно.
Эти метрономы не имеют одинаковой естественной частоты, но они все равно бьют в такт. Чтобы понять, как это работает, проще всего сначала рассмотреть пару метрономов, колеблющихся синхронно друг с другом. Когда большие массы ускоряются влево, они толкают платформу вправо. А когда они ускоряются вправо, они толкают платформу влево. Таким образом, центр массы системы всегда остается примерно в одном и том же месте. Теперь, если вы запустите еще один метроном, совершенно не синхронизированный с первыми двумя, движение платформы подталкивает его на каждом полутакте, ускоряя его, пока он не станет работать в такт с первыми двумя. Это работает независимо от количества метрономов, которые у вас есть. Платформа просто движется в том направлении, куда ее толкает большинство метрономов. Мы можем представить положение маятника метронома или любого другого осциллятора в виде точки на окружности. Это показывает его фазу, то есть на каком этапе цикла он находится. Таким образом, можно назвать крайнюю правую точку маятника 0 градусов, а крайнюю левую 180 градусов. Когда маятник колеблется туда-сюда, точка движется по кругу. Чем выше частота осциллятора, тем быстрее точка движется. Таким образом, это представляет два метронома с разными частотами. А это два метронома с одинаковой частотой, но полностью не синхронизированные по фазе. Когда метрономы синхронизированы по фазе, их точки движутся по кругу вместе. Мы можем использовать это изображение для иллюстрации математической модели синхронизационного поведения, которое мы изучаем. Это называется моделью Курамота. Она говорит, что скорость, с которой каждая точка движется по кругу, равна ее естественной частоте, плюс некоторое количество, связанное с тем, насколько далеко она находится от всех остальных точек. А размер этого термина определяется силой связи. Я люблю думать об этом визуально, представляя людей, которые бегают по дорожке. Представьте, что вы бежите с другом, и, возможно, ваш друг быстрее вас. Ваш друг говорит: «Ну давай пошевеливайся», потому что вы отстаете, вы медлите. Итак, если у вас достаточно силы воли, и, знаете, вы стараетесь изо всех сил, а ваш друг достаточно сочувственен, чтобы замедлиться, то сила связи между вами будет достаточно сильной, чтобы преодолеть это врожденное различие в вашей естественной скорости бега. Но если вы не очень хорошие друзья, или знаете, вы не можете себя заставить ускориться, то сила связи не будет достаточно сильной, чтобы преодолеть это различие, и один человек начнет обгонять другого. Светлячки Юго-Восточной Азии, видимо, достаточно хорошие друзья, потому что они синхронизируют свои вспышки. Несмотря на то, что у каждого из них своя частота, на которой ему нравится мигать, они настолько сильно связаны друг с другом, что сотни, а то и тысячи могут вспыхивать одновременно в одно и то же мгновение. Существует отличная симуляция этого, сделанная Ники Кейс, где вы видите, как светлячки поначалу мигают независимо друг от друга, а затем вы можете включить их взаимодействие. В модели Курамота это означало бы, что каждый светлячок влияет на каждого другого. Но в этой симуляции светлячок реагирует только на своих соседей. Если он видит вспышку рядом, он немного подгоняет свои внутренние часы, чтобы вспыхнуть чуть раньше, чем это произошло бы в противном случае. Теперь, что замечательно в этом, так это то, что, несмотря на то, что взаимодействия малы и происходят на коротком расстоянии, со временем можно наблюдать, как волны проходят через всех светлячков, и в конце концов они начинают мигать одновременно. Вы можете подумать, что если увеличить силу связи, система просто будет постепенно становиться все более синхронизированной. Но это не так. Это похоже на то, как вода не постепенно замерзает по мере понижения температуры. Это просто вода. Вода при понижении температуры. А затем, при критической температуре, молекулы вдруг начинают изменять свое состояние и становиться вместо жидкости. И это своего рода временная, а не пространственная версия одного и того же. Они как бы фиксируют свои фазы во времени, когда вы преодолеваете критический уровень связывания. И в этот момент своего рода кристаллизация во времени — это феномен, который мы называем синхронизацией. Это публика в Будапеште, аплодирующая после выступления. Но то, что происходит дальше, совершенно спонтанно. Никто не дает им указаний. Посмотрите, сможете ли вы заметить фазовый переход? Этот феномен
феномен синхронизации, о котором мы говорим, меня особенно привлекает своей универсальностью. Он возникает на каждом масштабе природы, от субатомного до космического, используя каждый канал связи, который когда-либо придумала природа, от гравитационных взаимодействий до электрических, химических, механических, как хотите. Две вещи могут влиять друг на друга, и природа использует это, чтобы привести вещи в синхрон. Возьмем, к примеру, нашу Луну. Мы видим только одну ее сторону, потому что она вращается вокруг своей оси ровно один раз за время, которое она обходит Землю. Мы говорим, что она гравитационно связана с Землей, и это распространенное явление в нашей Солнечной системе. Есть 34 Луны, которые гравитационно связаны со своими планетами. То, как это происходит, выглядит примерно так. Луна начинает с собственной частоты вращения, но гравитационное притяжение к планете сильнее на стороне, ближней к планете, и поэтому она деформируется в яйцевидную форму, что здесь сильно преувеличено. Когда Луна продолжает вращаться и двигаться вокруг своей оси, эти выпуклости выходят из выравнивания с планетой, и гравитационная сила постоянно притягивает их обратно в выравнивание, что замедляет вращение Луны, пока она не зафиксируется с планетой. Если Луна изначально вращается слишком медленно, этот же механизм может ускорить ее, пока она не зафиксируется. В нашей Солнечной системе есть много других красивых явлений синхронизации. 3 самых внутренних Луны Юпитера – Ио, Европа и Ганимед – не только гравитационно связаны с планетой, но также находятся в одном к 4 орбитальном резонансе друг с другом. Каждый раз, когда Ганимед обходит Юпитер, Европа обходит его дважды, а Ио 4 раза. В 50-х годах некоторые русские химики искали химическую реакцию, которая бы колебалась как химический аналог маятника. Можно ли заставить что-то колебаться между синим и оранжевым снова и снова? Наивно можно сказать, что это невозможно, потому что существуют принципы термодинамики, которые говорят, что замкнутые системы со временем просто увеличивают свою энтропию, и они приходят к равновесию. Но нет ни одного принципа в химии или термодинамике, который бы говорил, что вы должны монотонно идти к равновесию. Вам разрешено колебаться и ослабевать к равновесию в облегченной форме. Именно это и открыл Борис Белоусов, а позже Анатолий Жаботинский. Поэтому эта реакция известна как реакция Белоусова-Жаботинского или реакция БЗ. Я ускорил ее, потому что она может продолжаться полчаса или более, колеблясь между этими цветами. Она проводит больше времени на сожженном оранжевом цвете, поэтому я ускорил эти участки больше. Это очень зрелищно, и это как-то шокирует видеть, как химическая реакция производит эти периодические изменения цвета, как химические вещества, действующие как часы, как маятник. Таким образом, перемешанная реакция имеет то преимущество, что вы действительно ощущаете коллективность, я не знаю, квадриллионов молекул, числа Авогадро, которые делают одно и то же одновременно. С другой стороны, если вы не перемешиваете, если вы просто ставите чашку P3 с реакцией БЗ, вы можете увидеть что-то даже более удивительное, что вы можете видеть спиральные волны цвета или целевые узоры, расширяющиеся цветные круги, движущиеся через жидкость. Возможно, мне следует подчеркнуть, что сама жидкость не движется. Это не похоже на то, что мы видим рябь на пруду, но то, что не остается неподвижным, это химические концентрации. Вы можете видеть эти синие волны в реакции БЗ, которые являются химическими волнами, а не водными волнами, и они просто распространяются и движутся с постоянной скоростью, или могут выглядеть как спираль, которая просто растет и вращается. Действительно странным и жутким в этом является то, что тот же феномен наблюдается в сердце. Вы можете увидеть спиральные волны электрической активации в сердце, которые выглядят точно так же, как спиральные волны в химических осцилляциях и химических волнах в реакции БЗ. Это вдохновило моего наставника, человека по имени Арт Уинфри, который использовал химические волновые реакции, чтобы получить понимание сердечных аритмий. Вы, возможно, слышали о самом смертоносном типе аритмии, который может убить вас всего за несколько минут. Это действительно вентрикулярные аритмии, особенно вентрикулярная фибрилляция. Работа Уинфри, наблюдая за вращающимися спиралями в сердцах, а также в химии, привела его к теории о том, что действительно вызывает вентрикулярную фибрилляцию. И как мы могли бы, например, создать лучшие дефибрилляторы. Это может быть хорошим результатом этой теории.
Вы знаете, отсутствие синхронизации в фибриллирующем сердце — это то, что вызывает отсутствие прокачки крови, и тогда наступает внезапная смерть. Таким образом, слишком малая синхронизация, очевидно, является проблемой, но слишком большая синхронизация также может вызвать проблемы. Помните, шатающийся Миленийский мост? Все это, по-видимому, было связано с чем-то, называемым синхронией толпы. Это были ли люди, идущие в ногу, которые заставили его колебаться? На самом деле, как бы это ни было странно, Миленийский мост был спроектирован так, чтобы выглядеть как лента света. Поэтому его конструкция уникальна. В отличие от обычного подвесного моста, его поддерживающие кабели проходят параллельно, натянутые как струны гитары. В литературе по гражданскому строительству все дизайнеры знают, что не следует строить пешеходный мост с резонансной частотой, равной частоте человеческой ходьбы. Мы делаем около 2 шагов в секунду. Один левой ногой, другой правой ногой. Таким образом, каждый, кто занимается гражданским строительством, знает, что если люди собираются ходить по мосту, то у него не должно быть резонансной частоты в вертикальном направлении 2 Гц. Все это знают, включая тех, кто построил Миленийский мост. Но то, что они не знали и что было ново в тот день, заключается в том, что половина частоты также важна. Частота в 1 цикл в секунду, которая соответствует частоте, с которой вы ставите, скажем, левую ногу, половину времени, пока вы ставите левую ногу. Так почему это важно? Потому что когда вы переходите мост и ставите левую ногу, вы создаете небольшую боковую силу на мосту. Обычно это не имеет значения, потому что люди идут в своем темпе, они не синхронизированы, поэтому их боковые силы, которые примерно в 10 раз меньше их направленных вниз сил, которые они прилагают к мосту, незначительны и не оказывают никакого влияния на мост. Но если мост имеет боковую частоту в 1 цикл в секунду, как это было у Миленийского моста, тогда люди могут действительно начать немного двигать мост. После закрытия моста инженеры заставили своих коллег перейти его в увеличивающемся количестве, в то время как они измеряли его ускорение. При 50 людях на мосту движение было очень маленьким. При 100 колебания едва увеличились. При 150 все еще не было колебаний, но всего через 10 человек, 166, ускорение значительно возросло. Мост качнулся, как он делал это в день открытия. Система прошла фазовый переход. Если люди могут немного заставить мост двигаться, оказывается, что людям не нравится ходить по платформе, которая немного колеблется. Если вы когда-либо были в поезде, который идет быстрее, если вы встанете в лодке, и она начинает двигаться в сторону, люди расставляют ноги, чтобы попытаться стабилизировать себя. И они действительно начинают идти в ногу с боковым движением моста. Вы можете увидеть кадры от BBC, где люди делают это. Это зрелищно и безумно. Итак, не люди, идущие в ногу, заставили мост колебаться. Это колеблющийся мост заставил людей идти в ногу. Таким образом, когда люди синхронизировались с движением моста, приняв этот странный пингвинный шаг, они в конечном итоге невольно начали качать. Больше энергии в мост и ухудшение его движения. Итак, это была положительная обратная связь между движением толпы, заставляющая мост двигаться больше, что заставляет больше людей шагать в такт с мостом, что в свою очередь заставляет больше людей толкать мост. Как только проблема была выявлена, они смогли решить ее, уменьшив силу связи. Они установили демпферы, диссипирующие энергию по всему мосту. Это было огромным унижением, и ремонт моста обошелся в несколько миллионов фунтов. В науке мы применяем редукционизм. Все наши курсы по науке говорят, что способ решения проблемы — это разбиение ее на более мелкие части и анализ этих частей. И это было феноменально успешным для каждой области науки. Но великой границей в науке сегодня является то, что происходит, когда вы пытаетесь снова собрать части вместе, чтобы понять целое. Это область сложных систем. Поэтому мы не очень хорошо понимаем иммунную систему. Мы не очень хорошо понимаем сознание или экономику. Кажется, что целое больше, чем сумма частей. Это клише завораживает меня на протяжении всей моей исследовательской карьеры. Я хочу понять, как можно определить свойства целого, зная свойства частей. Эй, это видео спонсируется Кивико, которые создают удивительные практические проекты для детей. И я на самом деле использую их подписочные наборы с моими детьми уже больше года. Поэтому я хотел бы поделиться некоторыми вещами, которые мне действительно нравятся в них. Прежде всего, мои дети хотят делать эти проекты вместе со мной. Когда приходит набор, они рады открыть его и начать творить. И вы можете сделать именно это, потому что все необходимое приходит прямо в коробке. Теперь моим детям все еще довольно молодо,
Но у Кивика есть 8 разных подписочных линий, нацеленных на разные возрастные группы, начиная с новорожденных. Когда я снимал этот спонсорский сегмент, мой 4-летний сын совершенно спонтанно предложил провести эксперимент. Мне интересно, что мы можем сделать. Мы можем попробовать толкнуть это и отпустить. Это хорошая идея. Давай попробуем. Я был так горд, что он сам придумал это, и хочу, чтобы он продолжал думать так же, рассматривая, что если, и задавая более крупные вопросы. Набор Кивико — это как стартер идей в коробке, плюс это время для общения, развлечения и веселья на часы. Так что если вы хотите попробовать, переходите на kiviko.com/veritasium50 и получите 50% скидку на ваш первый месяц любого набора. Я оставлю эту ссылку в описании, поэтому хочу поблагодарить Кивико за спонсирование Veritasium и хочу поблагодарить вас за просмотр.